Привет, я нахожусь на самом краю Европы, это город Гелиболу, Турция. И та суша, которую вы видите на том берегу у меня за спиной, это уже Азия. Как я сюда попал, я вам расскажу дальше. И это первый эпизод моего проекта «Навстречу солнцу». Дальше буду снимать здесь, сидя на заборе мечети, потому что возле моря такой ветер, что я задолбался переснимать дубли. Итак, последнее мое видео было из столицы Македонии, города Скопье. После этого я без проблем доехал до границы с Болгарией, македонцы поставили мне штампик в старый паспорт. Прихожу я такой к болгарам с новым паспортом, отдаю, болгарин открывает, смотрит, да, виза болгарская есть и больше ничего. Перелистывает весь паспорт полностью, ничего нету. Опять начинает перелистывать, я говорю, можешь не искать, ничего там нету, паспорт пустой. Он смотрит на меня, а как ты сюда попал? Ну вот, говорю, второй паспорт. Собрали они, в общем, коалицию, работа погранперехода стала, все рассматривали там мои штампики, визы в старом паспорте, сверяли один с другим, что-то смотрели, в итоге поставили штамп, пропустили. По Болгарии с автостопом у меня никаких проблем не возникло. 3 года назад, когда я последний раз там был, мы стопили, стоп был очень плохой. Тут же, ну, максимум 20 минут, наверное, я провел на позиции, а так все нормально, везде съезжал замечательно. Заночевал в палатке возле турецкого паркинга. Я нахожусь в городе Семеновград, до границы с Турцией остается километров 60. Под Пловдивом застопил 2 строителей, доехал сюда. Один из них альпинист и автостопщик, хорошо говорит по-английски. В общем, приехали сюда. Он мне подогнал вот такую вот пайку. Хлеб, колбасу, сыр и еще какие-то вот персики фаршированные чем-то. Или что это такое? Ну, короче, что-то сладкое. Это из теста написано. Брашно. Hello. Еще вот чей-то хлеб, но это не мой. Он еще набрал холодной водички мне с кулера. Hello. Здраво. Здраво. Жил. Отбился, короче, от этих цыган. Малой пристал, дай 1 лев, дай 1 лев. Так вот, короче, еды у меня достаточно. Еще македонская колбаса осталась и македонский хлеб. И сегодня у меня еще вписка в Турции, в городе Узункёпру, если я это правильно запомнил и правильно произнес. Въехал в Турцию, начался такой типичный турецкий автостоп. Вписка у меня была в этот же день в городе Узункёпру у учителя турецкого языка. Он замечательно меня встретил, к нам присоединился еще один учитель, но уже не турецкого языка, а начальных классов, тоже с его школы. Поехали мы вместе в ресторан. Я понял, как я соскучился по Турции. Это турецкая еда, турецкий чай, турецкий язык, турецкое гостеприимство. Начал вспоминать некоторые турецкие слова, которые уже позабывал. 2 года я здесь не был и чувствую, что мне тут нравится. Я так легко себя чувствую, как пересек границу и сразу все как-то упал камень с плеч, вот эти вот визы всякие. Тут я могу пребывать 60 дней без всяких виз. Чувствую себя здесь очень хорошо и легко. Паспорта все мои 3 запрятал поглубже. Не достаю, скоро они мне не понадобятся, я тут, наверное, пробуду все эти 60 дней. Я никуда не спешу и хочу насладиться Турцией как можно больше. На следующий день мы поехали в школу, где работает этот мой хост Идрис. Количество портретов и цитат Ататюрка просто зашкаливает. Я не застал советские школы, но думаю, что Ленин позавидовал бы товарищу Ататюрку. Если вы не знаете, кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк, вы, наверное, не были в Турции, либо не выходили за пределы своего отеля. Следующая моя вписка была в городе Гелиболу, где я, собственно, сейчас нахожусь. И так хорошо случилось, что мой хост ехал в том направлении, в направлении Азии, и как раз через Гелиболу и доставил меня сюда.
Вчера я сюда приехал, и я вписываюсь опять у учительницы математики теперь. В Турции учебный год начинается с 28 сентября, по-моему, в этом году. И, в общем, они жалуются, что скучно им, и вот они так развлекаются, вписывают иностранцев. Утром мы поехали на пляж, но туда, на Эгейское море, да, кстати, вот тут пролив, там Мраморное море, там Эгейское, этот пролив Дарданеллы, который соединяет Средиземное с Черным морем, все дела, очень стратегическое место, но... И мы живем, она живет 200 метров буквально от моря, вот где-то здесь. Но тут никто не купается, потому что тут очень ветрено, я это сегодня ощутил, да и вчера я ощутил. Мы гуляли вечером по городу, был такой ветер, такие волны, нереально. Вот, и все ездят туда, на Эгейское море, на ту часть полуострова. Это буквально 10 километров отсюда. И, в общем, мы сегодня с утреца поехали туда, там позавтракали, покупались, очень так хорошо. Неспешно, расслабленно, приятно. Там раскинулось море, за окном электрички, оно во мне так глубоко. Я сдуваю пыль сотни километров, поезда, Дели. Я забываю вдохнуть, и однажды в такой момент. Теперь о моих планах. Завтра я еду уже в Азию, и в Европу я вернусь, наверное, очень не скоро. Тут ходит паром, 5 километров всего. Как говорят местные, стоит паром всего 2,5 лиры. Очень дешево, ну, надеюсь, так оно и есть. Завтра у меня есть вписка в Чанакале, это тут недалеко. Вообще сначала с каучсерфингом было очень туго, турки что-то морозились, не хотели меня вписывать. А теперь даже я никому не пишу, все пытаются меня вписать, присылают, приглашают. И у всех нету отзывов, то есть у всех новые страницы, нет опыта, и все пытаются меня взять. Так что я даже теперь выбираю, к кому ехать, к кому не ехать. И вот завтра у меня есть вписка там в Чанакале. Потом у меня есть вписка в Измире, а потом я поеду на юго-запад Турции. Там есть ферма органическая, и я буду работать там волонтером. Подробнее я об этом расскажу вам в следующих выпусках. Так что следите за моими приключениями, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пока!